Главное на видео не снять бараньи какашки и не наступить на них. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я буду рассказывать вам о необычных обычаях и традициях в Турции. Турция, вы, наверное, уже слышали, знаете, очень разнообразная, очень разная. И в каждом регионе в своем традиции и обычаи могут отличаться. Я сегодня буду рассказывать о обычаях тех, с которыми я лично сама столкнулась. Я живу в городе Измире. Первая часть этого видео, кто не смотрел, я оставлю вам ссылку в описании под видео, обязательно посмотрите. Красная лента на невесте – это говорит о том, что невеста чиста, невинна, что она является девственницей. Но вы знаете, у меня была знакомая, есть знакомая, она выходила замуж в первый раз сюда, в Турцию, но до этого брака у нее был сожитель, и она от него родила 2 детей. Но это ей не помешало одеть красную ленту у себя на свадьбе. Также в Турции не принято, не то чтобы не принято, распространено такое, что они друг к другу обращаются по имени очень редко. Если люди хорошо знакомые, друзья, они имеют значение пол, будь то мужчины или женщины, они друг к другу обращаются и джаным. Парень с девушкой встречаются, но еще не заключили брак, они друг к другу обращаются ашкым. Ашкым это переводится как любимый, любимая. А уже более такие серьезные отношения, например, люди, если в браке, они уже там употребляют такое слово, как севгилим. Оно тоже переводится любимый, любимая, но там более такой уже глубокий смысл. И еще употребляют такое слово, как хаятом, жизнь моя. Обрезание мальчиков в Турции. Его делают всем без исключения. Эту процедуру проводят с большим пиром, с большим размахом, похожую на свадьбу. Неважно, в каком положении находится семья, богатая она или бедная, они пойдут займут деньги, либо отложат этот пир на потом, но они обязательно должны его сделать. Также испокон веков на месяц Рамазан барабанщик примерно к 5 утра, к первой молитве ходит и стучит в барабан. Его называют здесь даулджи. Это тоже традиция испокон веков, так как раньше не было электричества, не было ни у кого будильников, ходил этот барабанщик, и чтобы люди не проспали на молитву, он их будил. И, конечно же, когда появляется на свет малыш, все родственники, все знакомые и друзья с большим, простите за слово, табуном, они все заполоняют роженицу. Прям вот чуть ли не на первый-второй час рождения ребенка они приходят все. Но я, к счастью или к сожалению, не знаю, не застала этот момент, когда родила сына, потому что был на тот момент коронавирус в самом пике. Еще есть такой очень странный и дикий обычай лично для меня. Сейчас он очень редко где встречается. На моего ребенка, слава богу, он не попал, но попал на моего мужа. Его бабушка заставила мою свекровь перевязать вот так вот косынкой либо марлей ребенку вот так вот голову сразу после рождения. Для чего это делается? Это раньше считалось модно, считалось красиво, если у мальчика вытянутый лоб. И сейчас у моего мужа вытянутый лоб, бабушка ему таким образом деформировала череп. Здесь также есть такая традиция, как дружить с соседями. Особенно если ты новый поселенец, если ты только переезжаешь в свою новую квартиру, к тебе обязательно подойдут по одному по очереди все соседи и спросят тебя, когда будет новоселье, чтобы не забыл всех пригласить. Когда я только переехала сюда, для меня это было, конечно, дико, но сейчас я уже к этому привыкла, и мне даже нравится. Соседи друг к другу ходят попивать чайку, особенно на праздники, они угощают обязательно друг друга. В общем, я к этой традиции уже привыкла. Что здесь так принято?
Если я забыла пригласить определенную девушку-турчанку, то в следующий раз она сделает то же самое. Она это запомнит и меня потом обязательно к себе тоже не пригласит. Еще есть такая даже не традиция, а обычай, когда умирает человек, в мечети на всю округу начинают читать молитву. Эта молитва не похожа на остальные другие. Муж, например, сидит и говорит: так, тишина, дайте я послушаю, кто-то умер. И на всю округу с мечети говорят имя, фамилию и дату, когда этот человек умер и кто это умер. Не увидите на свадьбе на турецкой, что кто-то из гостей приходит с большими букетами цветов, с большими коробками подарков. Здесь это не принято. Здесь на свадьбу дарят золотые украшения, дарят золотые копеечки. Здесь на ленту, ленты вешают на жениха и невесту, и гости иголочкой прицепляют туда денежки. Также на рождение ребенка здесь принято дарить золотую копеечку. Есть еще такие кулончики золотые с глазком, потому что здесь в Турции очень свято верят в сглаз, в порчу. Детские золотые браслетики, но что я лично не приветствую, конечно. И также принято, я наблюдала по своей свекрови, она обязательно следила за всеми на свадьбе и на рождении моего сына, какие гости принесли копеечку. То бишь, если ты кому-то даришь копеечку, то потом ждешь, что этот человек тоже придет и тебе подарит золотую копеечку. Также здесь принято, новая невестка в доме, она обязательно должна обслуживать гостей, подавать им чай, подавать еду, убирать со стола, а свекровь перед гостями будет гордиться. Это считается, что у нее невестка очень хозяйственная, что она у нее домохозяйка. Также на Курбан-Байрам здесь есть такой обычай, нужно зарезать барашка, жертвоприношение. Но с этого барашка лично себе они кусочка не оставляют. Они раздают соседям, они раздают малоимущим семьям. В Турции не принято на похороны приходить с цветами, будь то искусственные, будь то живые. Если родственникам умершего принято давать поддержку как моральную, так и финансовую. Всем этим пунктам заинтересовала какая-то тема, заходите ко мне на канал. По всем этим пунктам есть подробное снятое видео. Заходите на это видео, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк.